На дне Эгейского моря, среди останков древнего корабля, дайверы еще в начале 20 века обнаружили странный комок меди и дерева. Тогда никто не обратил на него особого внимания, большинство предметов отправились в музей как просто часть морской коллекции. Но годы спустя, когда реставраторы начали разбирать этот пояс ржавчины, все были потрясены. Из-под слоя морской коррозии проступали зубчатые колеса, рычаги и перекладины, ни на что не похожая древняя машина. Этот артефакт, позже названный механизмом из антикитары, буквально ошеломил ученых времен 20-го столетия. Самое невероятное в находке было то, что этот предмет явно был не украшением, не оружием и не частью древнего корабля. Внутри деревянного корпуса были тщательно размещены бронзовые шестеренки разного размера, некоторые с зубьями такой точности, что кажется, будто их создали в промышленной мастерской XIX века. Но весь артефакт датировался как минимум II веком до новой эры. Археологи и техники, работавшие с находкой, сразу заметили. Механика столь сложная, что не уступает механическим часам, которые изобретут только через 1500 лет. Самые крупные шестерни имели 36 зубьев, а самые маленькие — всего 7. Все детали были выточены из бронзы и отполированы с такой тщательностью, что даже современные эксперты по механике немедленно обратили внимание на качество обработки. Когда ученые впервые попытались понять назначение устройства, им пришлось разбирать его буквально по винтику. Под микроскопами реставраторов проступали греческие буквы, инструкции по сборке и даже тексты, похожие на астрономические описания. Вскоре стало ясно, механизм из антикитары был не просто машиной, а настоящим аналоговым компьютером. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, показывал затмения, предсказывал даты Олимпийских игр и даже делал поправки на необычную скорость движения Луны по небу. Технические детали вызывали только удивление. К примеру, планетарная передача, которую люди официально изобрели лишь через 1500 лет. В устройстве было не менее 37 зубчатых колес. Все это заключено в деревянный короб размером не больше обувной коробки. Механизм запускался с помощью ручки сбоку, которая вращала цепь шестеренок, а на фронтальной панели стрелки, похожие на стрелки часов, показывали положение небесных тел относительно звезд. Самое удивительное, ученые не нашли ничего похожего среди других находок древнегреческой или римской цивилизации. Нет описаний подобных машин в старинных текстах, нет попыток повторить механизм в течение более чем 1000 лет после его создания. Как небольшая группа инженеров смогла создать такую совершенную машину в те времена, когда остальной мир работал с простейшими рычагами и блоками, остается загадкой. При этом качество металла, способ нарезки зубцов и точность сборки до сих пор кажутся невозможными без современного инструментария. Крупнейшие инженеры и эксперты 20 века изучали устройство при помощи рентгеновских лучей и компьютерной томографии. С каждым новым сканированием открывались дополнительные детали, скрытый циферблат на обратной стороне, дополнительные стрелки и гравировки, которые невозможно было увидеть невооруженным глазом. Механизм мог просчитывать даже неравномерное движение Луны, учитывая сложные астрономические поправки, которые изучили только спустя века. Научная сенсация быстро вышла за пределы музеев. Механизм из антикитары сделал переворот в понимании возможностей древних цивилизаций. Зубчатый компьютер из морских глубин до сих пор хранит свои секреты, и, возможно, это только начало загадочных открытий, которые могут изменить представление о прошлом человечества. А теперь представьте, что еще более странные предметы ждут своего часа под песками древних империй. В современной истории есть артефакт, который больше напоминает выдумку, чем реальность. В конце 19 столетия, во время раскопок в окрестностях дельты Нила, археологи наткнулись на каменную плиту, покрытую загадочными рисунками. Среди обычных изображений египетских божеств и жрецов явно выделялся вытянутый сосуд, с которого свисал провод. Позже неподалеку были найдены и сами странные сосуды, цилиндры, выполненные из глины, внутри которых обнаружили медный стержень и остатки неизвестного вещества. Простая проверка предмета на электрическую проводимость дала неожиданный результат. Сосуд оказался не просто емкостью, а чем-то вроде примитивной батарейки. Когда исследователи наполнили реплику артефакта уксусом, между медным и железным стержнем появился электрический ток. Современные ученые прозвали эту находку «багдадская батарейка», хотя по месту обнаружения она вовсе не в Ираке, а в Египте, между песковыми дюнами древних храмов. Но настоящую сенсацию вызвали рельефы с храма Хатхор в Дендере.
На огромных каменных стенах явно видно, египетские мастера вырезали изображение, напоминающее гигантскую лампочку. Внутри толстая спираль, похожая на нить накаливания, а из сосуда выходит толстый кабель, который держит человек в руках. Схожие изображения встречаются только на одном участке комплекса, недалеко от подземных камер, куда доступ был ограничен для простых смертных. Мастера начала 20 века, решившие проверить, могли бы древние египтяне действительно сделать электрическую лампу, воссоздали изображенное устройство. Им удалось получить слабый свет, если использовать металлическую проволоку и керамику вместо стеклянной колбы, а в роли источника тока ту самую реконструированную батарейку. Свет был тусклым, но осветил каменное помещение храма, как в некоем магическом ритуале. Особый интерес вызвали многочисленные следы копоти и смолы, которые, по логике, должны были быть по всему храму, если его освещали традиционными факелами. Но биохимический анализ потолков и стен показал, в самых темных залах, куда не добирался солнечный свет, копоти почти не было. Это означает, что для освещения использовалось нечто намного чище, чем масло или горящая смола. Химики обнаружили следы кедровой смолы, вещества, пригодного для изоляции, а не для горения. В одном из потайных залов археологи нашли деталь, напоминающую изолятор для крепления проводов, хотя официальная история считает, что египтяне не знали электричества вообще. Вокруг цилиндров с батарейками обнаружили фрагменты золота, металл, который отлично проводит электричество и служит хорошим материалом для контактов. Внутри керамических сосудов сохранились остатки окисленного металла, а в некоторых — серебристый налет, характерный для коррозии при действии слабого тока. Руководитель экспедиции, французский египтолог Поль Лукас, посвятил 2 зимы созданию модели лампы по египетским рисункам. При использовании современных материалов получился слабый, но устойчивый свет. Египетские рабочие, наблюдая за процессом, отметили, что в храмовых подземельях резьбу по граниту делать практически невозможно при факельном свете. Слишком много дыма и жара. Это значило только одно. Древние умельцы могли использовать свою технологию освещения давно до появления стеклянных ламп и вольфрамовых нитей. Копии лампочки из Дендеры отправили для изучения физикам и инженерам разных стран в Соединенные Штаты, Англию и Францию. Везде результат был примерно одинаков. Если правильно подобрать пропорции кислот и металлов, устройство начинает светиться, а ток достигает нескольких сотых ампера, достаточно, чтобы зажечь слабую нить накаливания. Внезапно экспедиция столкнулась еще с одной загадкой. На окраинах древнего города нашли глиняные таблички с подробными схемами, на которых были изображения сосудов, электрических проводов и символов, очень похожих на современные значки «ток», «лампа» и «контакт». Таблички покрывали слоями защитного лака, а надписи были выгравированы с необыкновенной точностью. В одном из тайников под храмом стояли обожженные сосуды с металлическими вставками. Их защитили от коррозии медными пластинами, и они почти не подверглись разрушению, несмотря на 2000 лет под землей. В лабораториях, где современные эксперты продолжили эксперименты, попытки получить аналогичный свет при помощи древних методов оказались успешными. Исследователи пришли к выводу, что египтяне действительно могли использовать не только открытый огонь, но и технологию, основанную на электрохимических реакциях. Когда крупная находка попала в местный музей, вокруг нее тут же разгорелись споры. Никто не мог найти убедительного объяснения, зачем цивилизации прошлого понадобились керамические батарейки, лампы и проводка. Большинство ученых не спешили пересматривать историю, но артефакты продолжали появляться на новых участках раскопок, заставляя задавать новые вопросы и искать исчезнувшие технологии не в далеких легендах, а буквально под ногами. А ведь среди песков Великой пустыни археологи находили не только вещи, похожие на батарейки или лампочки. Иногда на свет выходили карты, на которых изображены территории, никогда не принадлежавшие Древнему Египту. В начале XVI века в здании дворца Топкапы на берегу Босфора турецкий адмирал по имени Пири Рейс положил перед султаном огромную кожу газели, покрытую тончайшими линиями и неожиданными контурами побережий. Это была карта, способная перевернуть представление не только о географии, но и о всей истории человечества. На ней четко просматривались очертания Западной Африки, Испании, Бразилии, а в южной части были изображены ледяные земли, напоминающие Антарктиду, при этом покрытые не льдом, а зелеными лесами и скалами. Факт существования этих регионов был полностью неизвестен европейцам того времени. Карта появилась за 3 столетия до того, как первые исследователи увидят настоящие контуры южного континента.
Пири Рейс утверждал, что составил свой труд, опираясь на дюжину древних карт, некоторые из которых были сделаны еще при Александре Македонском, а сами источники карты датировались временами до Колумба. На карте отчетливо прорисованы долины рек и прибрежные линии, которые совпадают с данными современных спутниковых снимков, несмотря на то, что тогда люди не только не имели авиации, но и почти не плавали к этим берегам. Настоящее потрясение вызвало то, что на карте полностью отсутствует льда на территории нынешней Антарктиды. Геологи выяснили, последний раз эти области были свободны от льда до 12 тысяч лет назад. Карта Пири Рейса детализирует реку, горные цепи и даже бухты, которые сейчас скрыты под двухмильным слоем льда. Это значит, составитель пользовался сведениями, которым, по мнению официальной науки, невозможно было попасть в руки людей начала 16 столетия. Почерк, язык и географические подписи вызывали вопросы у шифровальщиков и историков. В архивах дворца Топкапы сохранился комментарий самого Пири Рейса. «Я начал карту на основе 20 старых карт и 8 маппамонди, созданных временами, которых уже никто не помнит». Адмирал утверждал, что некоторые оригиналы поступили к нему от захваченных в плен испанцев, а другие — от арабских путешественников. Но даже старейшие европейские карты не содержат столь точных очертаний Южной Америки и Африки. В середине 20-го столетия карту Пири Рейса внимательно изучал капитан военно-воздушных сил Соединенных Штатов Арлингтон Мэллори. Используя методы аэрофотосъемки и сопоставления с картами, полученными с борта самолетов-разведчиков, он пришел к выводу. Древний автор точно знал не только линии берегов, но и внутренние горные хребты Южной Америки, которые стали известны западным ученым только после воздушных экспедиций XX века. На карте показана даже река Амазонка со множеством притоков, часть которых можно было увидеть только сверху, ни с берегов, ни с корабля эти детали разглядеть невозможно. Помимо Антарктиды, предмет особого интереса — точность координат и пропорций между континентами. Современные навигационные инструменты позволяют рассчитывать долготу и широту вплоть до десятых долей градуса, а на карте 16-го столетия, без современных приборов, отображены расстояния с отклонением всего в несколько миль. Вдобавок к этому нанесены острова, которые в действительности открыли только в середине 18-го столетия. Карта не была единственной в своем роде. В архивах Баварии хранилась еще одна древняя карта с изображением Гренландии без ледяной шапки и четко размеченными внутренними озерами. Подобные находки всегда сопровождались одной и той же загадкой: кто мог так точно описать мир из времен, когда не существовало ни компасов, ни телескопов, ни геодезических инструментов? Карта Пири Рейса долго считалась артефактом для профессионалов, однако после публикации отчетов в журналах по картографии о ней заговорили историки по всему миру. В подробных заметках адмирала описываются странные животные в Южной Америке, которых тогдашние европейцы никогда не видели, а также детали рельефа, совпадающие с современными топографическими схемами. В нижней части карты изображен загадочный корабль, напоминающий трехмачтовый галеон, хотя его конструкция появилась только через несколько десятков лет после смерти Пири Рейса. Когда архивы Восточной Европы и Северной Африки начали раскрывать коллекции старинных морских карт, выяснилось, в разных углах света встречаются аналогичные изображения, но только карта из дворца Топкапы столь детально и масштабна. Институты и академии пытались реконструировать методы производства подобных карт, приглашая лучших мастеров-граверов и историков по средневековым инструментам, но добиться такой точности не удалось. Остается загадкой, кто мог обладать сведениями о материках до эпохи великих географических открытий. Старая карта, лежащая под стеклом в Турецком музее, хранит больше загадок, чем многие древние манускрипты, и заставляет специалистов по всему миру снова и снова пересматривать историю географии. Но если среди кожаных свитков и старых карт хранились тайные знания о целом материке, то впереди вас ждет находка, которую вообще невозможно объяснить никакими морскими путешествиями. Ведь речь пойдет не о свитках и не о чертежах, а о настоящем молотке, застывшем в камне, возраст которого насчитывает не 1000 лет. В начале 30-х годов 20-го столетия в округе Ред-Крик, штата Техас, семейная пара отправилась на обычную прогулку вдоль русла пересохшей речки. Их внимание неожиданно привлек гладкий серо-белый булыжник, необычно тяжелый для своих размеров. Они взяли его домой, решив расколоть на части, внутри камня показалась черная полоска металла.
Простым ударом молотка они разбили внешнюю оболочку, и буквально на их глазах из породы выпал предмет, который не должен был там оказаться — молоток, покрытый коркой минерального камня. Старый металлический стержень был прочно врос в серую окаменевшую глыбу. Находка по своим очертаниям ничем не отличалась от обычных инструментов для ручной работы. Массивная головка из металла и короткая рукоять из дерева, частично превратившаяся в уголь. Но главное — сама каменная оплавка. Геологи, исследовавшие находку, определили: окружающая порода сформировалась не менее 100 миллионов лет назад, когда на месте современных равнин еще обитали динозавры. Это означало только одно — молоток оказался внутри породы задолго до появления первых людей, освоивших металлы. Когда химики впервые проанализировали металл, результаты поразили даже скептиков. Головка инструмента состояла из 96% железа, 2% хлора и 1% серы. Примечательно, что хлор придает сплаву редкую устойчивость к коррозии. За десятки миллионов лет металл почти не подвергся ржавлению. Никаких современных примесей, никаких следов обработки кислородом или промышленного проката. Молоток был выкован на удивление чистым способом. Само железо показало необычную кристаллическую структуру, которую не смогли в точности повторить ни в одной лаборатории 20 века. Обычные способы обработки металла не дают такого результата, а качество закалки заметно выше, чем у большинства инструментов эпохи железа. Деревянная рукоять тоже хранила сюрпризы. Часть ее внутренней структуры подверглась процессу окаменения, а часть осталась древесиной. Биологи изучили клетки дерева и определили, что оно не похоже ни на один из известных видов современных растений в Северной Америке. Местные геологи направили образец породы в несколько университетов. Все специалисты подтвердили, что внешняя оболочка камня формировалась слоями, медленно зарастая вокруг инородного тела. Большинство пород такого возраста содержат отпечатки древних морских организмов. Именно такие следы, как окаменелые ракушки и морские водоросли, были обнаружены и здесь, рядом с металлическим стержнем. Репортажи о странной находке быстро разлетелись по газетам Техаса, а дальше — по всей стране. К дому семьи, обнаружившей молоток, потянулись журналисты, местные коллекционеры и несколько крупных исследовательских групп. Артефакт временно оказался в музее города Глен-Роуз, где его изучали под микроскопами и даже подвергали гамма-сканированию. Ни одна из современных технологий не выявила следов спаивания, сварки или механической обработки, которые можно было бы ожидать от предмета, изготовленного на фабрике или в кузнице последнего столетия. Ближайшие залежи железа в этой местности скрываются на глубине более 50 футов. Добывать металл такими примитивными способами в древние времена было невозможно. Однако молоток не содержит никаких современных технологических следов, ни штампов, ни клейм, ни маркировки. Поверхность металлической головки гладкая и отполирована, края ровные, без заусенцев и трещин. Инструмент выглядит, будто только что вышел из мастерской, несмотря на то, что десятки миллионов лет пролежал внутри камня. Когда артефакт впервые попытались зарегистрировать в каталоге находок штата, чиновники не смогли определить ни его историческую категорию, ни тип металла. В реестре он получил название «Гленроузский молоток» и был помечен как объект неизвестного происхождения. Ни одна экспедиция в округе больше не сталкивалась ни с чем похожим, только одинокий молоток, застывший во времени, без объяснения, как он туда попал. В 20 веке артефакт стал объектом сотен споров между учеными, коллекционерами и любителями загадок. Инженеры пытались сымитировать процесс образования камня вокруг изделия, но получить такой плотный и однородный минерал за исторически короткий срок не удалось. Естественным путем булыжник мог сформироваться только в периоды массовых осадков или тектонических катастроф, но ни один такой процесс не объясняет, как сравнительно современный инструмент оказался внутри древней породы. С тех пор молоток путешествовал по выставкам, появлялся на страницах журналов, был предметом исследований в университетских лабораториях и даже участвовал в экспериментах по определению возраста с помощью радиоуглеродного анализа. Каждый раз результат был один и тот же: металл новый, рукоять древняя, а окружающий камень невероятно старый. Тайна металлического молотка, застрявшего в морских породах Техаса, лишь усилила интерес к другим историям, в которых время и технологии не совпадают. А дальше еще более неожиданная находка, спрятанная среди осадочных пластов, где никто и не думал искать что-то похожее на изобретение эпохи машин.
В середине XIX века на окраине сибирского поселка недалеко от города Красково рабочие каменоломни наткнулись на огромный монолит из известняка, который мешал добыче стройматериала. Обычная задача — расколоть камень и убрать его с пути, однако на этот раз все пошло иначе. Один из ударов киркой оставил на поверхности странную вмятину. Присмотревшись, рабочие заметили серебристый блеск внутри трещины. Осторожно отломав кусок породы, они обнаружили нечто, застывшее в толще древнего камня. Внутри идеального куска известняка, датированного по слою более чем сотни миллионов лет, находился металлический винт с четкой резьбой, словно только что выкрученный из какой-то современной детали. Артефакт, который позже прозвали винтовым болтом из Краскова, был немногим длиннее дюйма. Металл выглядел свежим, ни намека на коррозию или ржавчину. Самое загадочное — винтовая резьба идеальной геометрии, с ровными канавками и одинаковым шагом, как на болтах, изготовленных на станках 20-го столетия. Ученые долго не могли поверить своим глазам. Кусок, в котором застрял болт, действительно происходил из глубинных пород юрского периода. Снимки слоя, сделанные прямо в карьере, разошлись по академиям Европы, и уже через несколько месяцев исследователи со всего мира стремились попасть в сибирскую провинцию за образцами этого камня. Первый анализ металла показал любопытную смесь железа с примесями молибдена и никеля, сочетание, которое почти не встречается в природе в чистом виде, но используется в современных сплавах для создания особо прочных деталей. Все попытки выяснить, мог ли процесс кристаллизации камня создать подобную структуру случайно, заканчивались неудачей. Под микроскопом было видно, винт идеально внедрен в породу, при этом поровые каналы и отложения минералов повторяют его форму. Получалось, что винт уже был на месте, когда миллионы лет назад формировался известняк. Когда артефакт доставили в лабораторию Санкт-Петербургского университета, начался настоящий переполох. Студенты и профессора выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на находку. Один из геологов впервые предложил гипотезу, что винт — это случайный отпечаток вымершего морского организма, но детальное сканирование показало обратное. На резьбе видны следы механической обработки, ровные царапины от инструмента, которых невозможно было бы получить природным способом. Попытки воссоздать структуру с помощью давления, растворителей или химических реакций не смогли воспроизвести такую четкость линий. Винтовой болт отправили на экспертизу в Лондон, где ученые из Королевского общества провели спектральный анализ металла. Сплав оказался на удивление чистым. Содержание примесей не превышало 0,1%, при этом отсутствовали следы окисления или деградации структуры, характерные для залежалого железа. Рентген показал, что винт не просто лежит в трещине, а полностью окружен минералами, сформированными за десятки миллионов лет вокруг него. Одна из сенсаций — на наконечнике болта сохранились микроскопические следы масла или смазки, возможно, органического происхождения. После публикации отчетов о находке в Сибирь устремились журналисты, охотники за артефактами и многочисленные исследователи. Местные горняки стали внимательно осматривать каждый расколотый камень, надеясь на новую сенсацию. В архивах геологической службы хранились сотни фотографий артефакта, а куски оболочки, внутри которой спрятан винт, быстро разошлись по музеям России, Германии и Соединенных Штатов. Несколько команд пытались организовать повторные раскопки, но подобного болта так и не нашли ни в одной еще скале. Испытания на прочность показали, что металл не только не поддается коррозии, но и способен выдерживать нагрузки в десятки раз превышающие параметры обычных железных изделий. Современные инженеры из авиастроительной лаборатории предположили, что болт изготовлен способом, который неизвестен мастерам XIX века и даже сегодня считается редкостью в серийном производстве. Размер и форма резьбы совпадают с параметрами, используемыми для крепления деталей в крупных двигателях и в машиностроении 20-го столетия, хотя артефакт пролежал в камне намного дольше, чем существует официальная техника изготовления болтов и гаек. Эксперты по минералогии, изучавшие процесс формирования известняка, отметили, что окаменение происходило в соленой воде при высоком давлении, а значит, винт попал в толщу породы одновременно с древними морскими отложениями. Анализ окружающей матрицы показал остатки морских ископаемых, отпечатки аммонитов и даже фрагменты водорослей, что подтверждало возраст артефакта в десятки миллионов лет. Однако ни одно существо, ни один природный процесс не оставляет в камне след, так похожий на изделие машиностроения. Когда копии болта отправили в 2 музея Соединенных Штатов, специалисты сразу обратили внимание на шаг резьбы.
Он совпадает с распространенным стандартом, введенным только в начале 20 века в промышленности. Даже сегодня не каждая мастерская способна точно выточить такую резьбу на изделии небольшой длины и диаметра. Рассказы о винтовом болте из глубины веков облетели весь мир. Находка так и не получила ни одного убедительного объяснения ни среди палеонтологов, ни среди инженеров. Некоторое время спустя похожие артефакты стали находить и в других частях света. Иногда это были металлические штифты, иногда детали с характерной спиральной формой, вросшие в древние отложения. Но ни один из них не мог сравниться по сохранности и загадочности с болтом из Краскова, который будто специально был оставлен в породе для будущих поколений. Многие ученые до сих пор спорят, каким образом объект, созданный по всем законам техники 20 века, оказался застывшим в камне юрского периода. Но в архивах музеев и лабораторий уже готовятся к новым открытиям, ведь впереди ждет находка, которая появлялась на сотнях раскопок по всему миру и каждый раз вызывала споры из-за своей необычной формы и материала. Блеск стекла, спрятанный в глубине доисторических джунглей, заставил специалистов по всему миру снова пересмотреть взгляды на древние цивилизации. В джунглях Коста-Рики, под кронами вековых деревьев, в начале 20-го столетия рабочие плантации бананов впервые наткнулись на нечто, заставившее остановить все работы. Из-под слоя грязи показалась гладкая полусфера, напоминавшая гигантский мрамор, но удивительно ровная и блестящая. Землекопы попытались откопать находку целиком. Перед ними предстала идеальная стеклянная сфера диаметром почти 3 фута, такая тяжелая, что понадобилось несколько человек и деревянные рычаги, чтобы вытащить ее на поверхность. Первая реакция была простой. Рабочие решили, что нашли останки неизвестных статуй или жертвенного алтаря, но когда архитектор компании пришел на место, он увидел в находке нечто гораздо более загадочное. Через несколько месяцев по всей провинции Дикис распространились слухи. На новых участках джунглей, расчищенных под плантации, местные крестьяне находили все новые и новые сферы. Некоторые из них были крошечными, размером меньше бейсбольного мяча, другие доходили до размеров средней машины, и вес их составлял более 15 тонн. Все объекты были удивительно гладкими, поверхность без единого изъяна, отполированная настолько, что отражало солнце даже в пасмурную погоду. Вскоре коллекционеры и археологи устремились на места находок. Они обнаружили более 200 идеально округлых сфер, лежащих не просто в земле, а в строго выверенных линиях и геометрических фигурах. На некоторых участках каменные шары были выложены дугами, треугольниками и даже прямыми рядами, как будто кто-то специально расставил их для неизвестной цели. Никто не смог определить возраст объектов на глаз, поэтому было принято решение провести раскопки и взять образцы материала для анализа. Химики из Сан-Хосе провели первые исследования. Оказалось, что большинство сфер сделаны из необычно плотного гранита, который не встречается в радиусе 20 миль от места находки. Но среди сотен объектов часть оказалась не каменной, а стеклянной. Это были полупрозрачные шары с вкраплениями кристаллов, по составу напоминающие обсидиан или вулканическое стекло, но с настолько высоким уровнем прозрачности, что сквозь некоторые сферы можно было читать газету. Самое удивительное — технология обработки. Любая попытка рассечь шар с помощью современных инструментов приводила к растрескиванию и разрушению, однако поверхность оставалась безупречно ровной, если шара не трогать. Внутри стеклянных сфер специалисты нашли микропузыри, расположенные по спирали. Это могло свидетельствовать о контролируемом нагреве и вращении материала при формировании объекта. Среди местных жителей Коста-Рики существовали легенды о древнем народе, который обладал необычайными знаниями и умел создавать «глазами богов», как называли сферы в устной традиции. Историки не нашли ни одного упоминания о подобной технологии в хрониках майя или ацтеков. Ни одно племя, жившее в джунглях Центральной Америки, не использовало стекло в культовых предметах или архитектуре. Все попытки отыскать следы мастерских или инструментов в окрестностях окончились неудачей. Сферы были единственными артефактами своего рода на всей территории. В 50-х годах 20-го столетия экспедиция Национального музея Коста-Рики проложила тропу через дикие леса, чтобы доставить одну из огромных стеклянных сфер в лабораторию Сан-Хосе. На месте выяснилось, транспортировка — отдельное испытание. Деревянные платформы ломались под весом, металлические тросы скользили по идеально гладкой поверхности. Только совокупность роликов и веревочных блоков разрешила продвинуться хотя бы на пару сотен ярдов за день.
В лаборатории ученые попытались определить возраст стеклянных сфер с помощью анализа примесей и следов изотопов. Они обнаружили, материал, из которого сделаны шары, был подвергнут температуре более 2500 градусов по Фаренгейту, в условиях, которые невозможно было создать без сложной доменной печи или промышленного производства. Некоторые сферы содержали сложные узоры из мельчайших кристаллов, сформированных в спиральные комбинации, недостижимые при самопроизвольном застывании лавы. В отчетах археологов отмечено, ни одна стеклянная сфера не несет на себе следов резьбы, сколов, износа или ремонта. Они словно только что вышли из какой-то древней мастерской. Находки продолжались вплоть до конца 20-го столетия. Каждый год на новых плантациях джунглей экскаваторы натыкались на очередной шар, всегда покрытый слоем почвы, всегда идеально ровный. Попытки воспроизвести производство столь крупных и чистых стеклянных объектов заканчивались неудачей даже в промышленных условиях. Кристаллическая структура материала свидетельствовала о многоэтапной обработке и контроле температуры, а некоторые из сфер обладали редкими оптическими свойствами, преломляли свет так, что внутри появлялась радуга из десятков оттенков. Исследователи пытались использовать лазерное сканирование и томографию, чтобы найти скрытые узоры или полости. Внутри шаров оказались лишь микроскопические включения кристаллов, но никаких знаков или символов. Рассказы о стеклянных сферах быстро распространились по всему миру. В музей Коста-Рики потянулись путешественники, журналисты и ученые. Некоторые сферы отправились на выставки в Европу и Соединенные Штаты. Каждая становилась местным открытием и поводом для дискуссий среди археологов и технологов. Но ни одна лаборатория так и не смогла определить, кто и как создавал эти гигантские стеклянные артефакты. Ни в одной цивилизации прошлого не найдено даже намека на подобную технику, ни в преданиях, ни в архитектуре, ни в материальной культуре. Сотни стеклянных шаров до сих пор покоятся в джунглях, напоминая о том, что настоящие загадки истории еще ждут своего разгадки. Находки вроде этих сфер не просто расширяют горизонты археологии, они заставляют пересмотреть само понятие о возможностях древних цивилизаций и показывают, что за каждым изгибом тропы или под каждым слоем почвы может скрываться нечто, что навсегда меняет привычную хронологию мира.